Друзья, привет! Я продолжаю гайд по моду Geindustry на версии 1.12.2. Сегодня поговорим про способы выведения новых видов пчел и деревьев с помощью этой модификации. Для этого вам потребуется, во-первых, такой вот мутагенный производитель, во-вторых, мутатрон, либо его обычная версия, либо его продвинутая версия. Значит, крафтятся они, соответственно, следующим образом. Вот так вот модуль энергии крафтится. Так вот у нас резервуар для мутагена. Достаточно несложные крафты. Вот он крафт обычного мутатора. И вот крафт, соответственно, продвинутого мутатора. Итак, значит, первое, что нам необходимо, это произвести вот такой вот мутаген. Для его производства нам потребуется мутагенный производитель запитать какой-нибудь RF энергии, да, из какой-нибудь модификации. Там, может быть, это Ender IO, Solar Flux, Thermal Expansion, может быть, Draconic Evolution и так далее. Вот я с помощью блоков конденсатора из Ender IO запитываю. Далее нам необходимо положить сюда какой-нибудь предмет, значит, для того, чтобы получить мутаген. Для этого, значит, мы кладем сюда либо редстоун, либо светопыль, либо светокамень, либо редстоуновый блок. Расположил их по порядку возрастания. Значит, самый большой выход будет у редстоунового блока, там порядка 0,9 от ведра мутагена. По идее, если у вас установлена еще модификация Industrial Craft 2, вы можете использовать урановую руду, слитки, там блоки и так далее, для того, чтобы также мутаген получать. Но в моей сборке это не работает, возможно, это связано с конфликтом версий, именно Industrial Craft и Geindustry, не знаю. Вот, можете у себя просто на сборке проверить, если у вас Industrial Craft будет установлен. Но на самом деле такого редстоунового блока более чем достаточно для того, чтобы произвести достаточно много мутагена. Вот, далее с помощью жидкостных труб вот, я передаю, соответственно, мутаген в эти механизмы, то есть мутатрон и в его продвинутую версию. Так, давайте заглянем вовнутрь. Значит, в мутатроне у нас первая шкала — это опять же энергия, да, с помощью тех же блоков конденсаторов я запитываю. Эта шкала у нас мутагена, которую я сюда залил через жидкостные трубы из Ender IO. Далее у нас слот под генетическую лабораторную посуду. Крафтится она у нас следующим образом, да. Так, и здесь два слота под, собственно, пчел, либо саженцы и пыльцу. Давайте я продемонстрирую, как это работает. Значит, кладем сюда. Вот если мы берем, например, только начинаем заниматься выведением новых видов пчел, самое базовое, что мы начинаем обычно, это выведение обычной пчелы. Да? Нам для скрещивания необходима лесная и луговая. Если вы не знакомы с механикой выведения новых видов пчел, то рекомендую мои видео на канале посмотреть по этой тематике. Давайте кладем сюда и смотрим, что у нас получится. Итак, мы получили обычную матку, причем со 100% шансом. То есть в чем отличие от обычной пасеки? В том, что в обычной пасеке, если мы делаем такое скрещивание, это происходит с некоторым шансом, да. Естественно, мы этот шанс можем увеличивать там с помощью рамок, например, из Magic Bee'а, из Extra Bee'а и так далее, да. Но здесь мы получаем 100% шанс выведения нового вида пчелы. Вы спросите, читерски ли это? Я скажу, конечно же, читерски. Вот поэтому, если вы будете ставить себе эту модификацию на сборку, дважды подумайте, да, стоит ли так настолько упрощать себе, собственно, пчеловодство. Далее, давайте еще рассмотрим, собственно, механику выведения нового вида саженцев. Здесь мы в верхний слот кладем, собственно, какой саженец у нас используется. Снизу мы будем класть именно пыльцу. А пыльцу мы можем собрать, например, там, я показывал уже в прошлых роликах, там, давайте еще раз повторю. Вот оно, набор для сбора пыльцы можно использовать, например. Либо там в пчелах там с помощью сита тоже собирать, как вариант. Итак, значит, добываем такую пыльцу, кладем сюда, и такая вот у нас комбинация сейчас нам даст новый вид саженцев. Про лесоводство, про выведение новые виды деревьев у меня тоже есть гайд на канале, можете посмотреть. Все, вот мы получили, например, саженец белой ивы. Здорово. Зачем же нужен продвинутый мутатрон? Продвинутый мутатрон имеет те же самые у нас шкалы, да, там энергия, мутагена, тоже те же самые слоты под наборы посуды, под пчелок. Но здесь еще появляются дополнительные слоты, где мы можем выбрать, какой именно вид пчелы или саженцев мы хотим получить. Дело в том, что некоторые комбинации, допустим, пчел могут давать нам несколько разных видов. Например, если мы скрещиваем скромную и зловещую, то мы можем получить бережливую или жестокую. Продвинутый мутатрон дает нам возможность, соответственно, выбрать, какую пчелу именно мы хотим. Давайте, допустим, жестокую выберем. Нажимаем на нее, и все, пошло у нас производство именно жестокой пчелки. Все, очень удобно. На этом все. Если вам видео понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, чтобы новые не пропускать. Жду вас в следующих сериях. Пока.